Сегодня я вам расскажу про наш замечательный дом А-Фрейм, который у нас получилось построить начиная с осени, и закончили мы его зимой. Сделали ремонт полностью внутри. Остался единственный у нас там ламинат постелить и сделать, обшить стены в санузле. В общем, у нас все получилось очень, по мне, даже достойно. Сейчас на майские праздники планирую покрыть все дерево пропиткой бесцветной и решил оставить цвет вот такой, как есть, естественный, так скажем. Сейчас вам немного расскажу о том, что у нас было в доме сделано, как мы это делали. Короче, погнали. У нас получился столбчатый фундамент, 12 штук мы поставили столбов. Значит, делали их, бурили бобкэтом, потом собирали опалубку и заливали сюда бетон вместе с арматурой. Почему был выбран именно этот фундамент? Можно было сделать, в принципе, и ленту, сделать потом полы по грунту, сделать также туда теплый пол. Я встречал такие вариации. В принципе, наверное, это рабочая история, но здесь у нас, так как рядом вода и грунтовые воды близко, решили, что самый оптимальный и правильный вариант будет сделать столбы, потому что перепад у нас здесь тоже от дальней точки он был 20 сантиметров, а здесь у нас почти что вот метр с копейками. Поэтому самый правильный, на мой взгляд, оказался данный фундамент. Если обратиться к таблице, то свайный фундамент с сечением 150 на 150 выдерживает нагрузку 40 тонн на одну сваю. Здесь у нас их 12, как я рассказал, и диаметр их где-то 300 на 300, не меньше получается. Поэтому здесь все 80 тонн держит одна свая. Так что вещь, одним словом, а не фундамент. Еще один немаловажный момент. Свайный фундамент позволяет экономить до 25% от стоимости самого строительства. Поэтому нам этот фундамент обошелся, по-моему, то ли в 14, то ли в 16 тысяч рублей. Записывал коротенький ролик, как мы делали его быстро и самостоятельно, без особых проблем. Вот такой вот он у нас домик получился, поджарый, так сказать. Почему мы решили строить именно такой дом? По мне, каркасный дом считается легким и быстро возводимым, в котором все несущие элементы связаны между собой. А это, на мой взгляд, основные характеристики, которые были у нас выбраны при строительстве на данном участке, так как земля здесь частично насыпная, и я не был уверен на 100%, что здесь, если делать фундамент, обычную ленту или плиту, что это все не сядет и не произойдет каких-то деформаций. Здесь же у нас есть возможность, даже если усадка будет происходить со временем, поддомкратить. Каждый столб у нас зафиксирован углом через анкер. Можно этот анкер ослабить и выровнять его будет по уровню, если все-таки он будет давать усадку. Но я надеюсь, что такой истории не произойдет. Вот он отстоял у нас зиму, вроде бы все нормально, никакой проблемы здесь я не увидел. Но если что-то увижу, я обязательно запишу это в нашем ролике. Вообще, мне понравился стиль А-образных домов, и именно поэтому мы решили построить данный проект у себя на участке. Также у нас есть мысль следующим проектом сделать барнхаус. Интересно воплотить ту задумку, которую я имею в голове, в жизнь, и, соответственно, поделиться опытом, какие нюансы можно для себя подчеркнуть при строительстве данного дома. Здесь я в одном из роликов добавлю ссылку к видео. Значит, рассказывал, как можно самостоятельно собрать весь этот каркас. На мой взгляд, самый правильный вариант при сборке такого дома, в идеале, если подъезжает техника, там, к примеру, кран или манипулятор, в идеале, конечно, собирать все полностью, так скажем, фермы, так называемые, ашки, и уже выставлять их с помощью крана. Так будет и быстрее, и удобнее. И обязательно нужно проверять всю геометрию, все треугольники, потому что в данном проекте я допустил
несколько ошибок, и у нас 4 ноги, 4 ашки были немного изменены по размерам. Соответственно, у нас потом в дальнейшем получилась проблема при сборке обрешетки для крыши, и внутри, когда мы обшивали имитации, мы тоже столкнулись с трудностями, которые изначально можно было избежать. Данные дома стали популярны с 1920 по 1930 года в северной части Америки. Это дом у пруда, лагерь так называемый. Эти проекты были уже воплощены практически 100 лет назад. Сейчас мы возвращаемся к тому, что повторяем данные проекты уже в своем видении, в своем исполнении. Есть у этого дома, на мой взгляд, недочеты. Недочеты – это потеря пространства около стен, но здесь, так скажем, экономия при строительстве. Все это стоит очень-очень недорого, и, соответственно, можно собирать это там 1-2 человека могут вообще налегке собрать такой же дом самостоятельно. Пожалуй, самый интересный для всех вопрос: во сколько же обошлось строительство данного дома. На данный дом габаритами 6 на 9 с учетом веранды. Веранда у нас 2 метра получилась. Вот в том виде, в котором вы сейчас его увидите, обошелся мне в 950 тысяч рублей. Я видел, конечно, ролики, где люди рассказывают, что за 600, там, за 700 тысяч рублей можно собрать такой же дом, все будет полностью готово. Возможно и можно, здесь я спорить не буду, но здесь у нас выбраны, допустим, фундамент, окей, он у нас достаточно бюджетный, но стропильную систему и утепление я делал не как обычно все делают 15 сантиметров, я сделал здесь 20 сантиметров, что у нас лаги, соответственно, утепление пола, что утепление стен той же крыши, оно у нас составляет 20 сантиметров, что для нашего региона, ну, является, на мой взгляд, чуть выше нормы, потому что норма у нас по региону минимум 15 сантиметров, но мы сделали 20, и зимой было очень-очень комфортно. Мы обогревали одним, по-моему, 2-киловаттным обогревателем, таким небольшим, короче, все помещение, и было прям, короче, классно. Соответственно, также еще можно сэкономить при установке окон. Окна мы ставили с рамами, можно делать это все без рам, будет еще какое-то небольшое количество денег сэкономлено. И габарит. У нас наша стропила выходит 7 метров, по-моему, 13 сантиметров. Если брать стандартные 6-метровые, можно собрать из них, уйдет леса намного меньше, но есть момент, то что на 2-м этаже, где у нас располагается спальня, где планируется поставить кровать, зона отдыха так называемая, у нас там до потолка практически 3 с копейками, по-моему, метра, если не ошибаюсь, 3, ну да, 3, по-моему, метра. На 1-м этаже получается у нас 2,85, по-моему, если не ошибаюсь. В домах из 6-метровых стропил выйдет где-то 2,50, 2,55, то 2-й этаж где-то там порядка 2 метров, ну и не совсем комфортно. Здесь у нас план поставить кровать на 2-м этаже полноценную, а там получится только, ну, если матрас, чисто залезли, переночевали, но опять смотря какая задача у вас стоит, ну, что вы хотите добиться. Мы хотели сделать, чтобы он у нас получился комфортный для проживания и для нахождения в этом доме. Я думаю, что вполне себе все получилось. Сейчас мы пойдем внутрь, я вам покажу, что у нас получилось, посмотрите и оцените на свой взгляд, нравится вам такой вариант или нет. Если у вас остались какие-то вопросы, вы также можете написать мне их в комментарии. Еще оставлю ссылку на свой телеграм-канал, может быть, вам будет интересно, вы можете перейти туда и написать там в общем чате. Телеграм-канал только-только начал, короче, развивать, и поэтому подписчиков мало. Подписывайтесь, поддержите меня, так скажем. Вот, и как раз сможете задать напрямую вопрос. Отвечаю я самостоятельно. Опа. Так, вот такой вот у нас получился домик.
Вот гипсокартон тут привезли для санузла. Вот здесь санузел. Вот эта часть будет обшиваться у нас гипсом. Здесь поставим душевой трап. Здесь будет душ. Здесь поставим унитаз. И вот эту часть мы закроем. Ее закроем. И будет, соответственно, там уже у нас спрятан там, ну, короче, коллекторы, всякая такая история. Вот здесь у нас будет собрана кухня. Сейчас пока никакие работы не ведем, потому что сейчас у нас задача, земля должна подсохнуть. И по плану хочу выкопать сначала септик, сделаем скважину. И после этого уже сделаем всю сантехнику и доделаем, соответственно, здесь вот на полы ламинат кинем. Уже будет все цивильно, так скажем, уже можно обставлять будет. Но я думаю, что к майским праздникам мы должны успеть. Должно все получиться. Сейчас я вам покажу. Вот мы здесь сделали свет. Чик, чик, опа. Вот здесь свет на кухне загорелся. Прям достаточно, кстати, ярко получается все. Сейчас, конечно, светло, но чуть позже видно будет. И вот здесь вот такие гирлянды. Мне нравится. Симпатично смотрится. Купил их, кстати, в Леруа Мерлен. Недорого сколько-нибудь стоит. Что-то 1500, что ли, по-моему, 1700. Я взял, по-моему, 2 или 3 гирлянды. 3, по-моему, да, 3 гирлянды. Вот их соединяли. Там, правда, у них идут заводские соединения, но я их вон скрутил, чтобы посимпатичнее смотрелось. Думаю, что внутреннюю часть обрабатывать в этом году не буду. Отстоит лето, все подсохнет, деревяшка встанет вся на место, и потом уже будем после этого проводить обработку, так скажем, пропитку доски, придавать ей цвет, оттенок какой-то. А вот наш пруд. Многие, конечно, называют его болотом, но мне нравится. Хорошее место здесь. Сейчас в этом году здесь сделаем подпорные стеночки, терраски. Все облагоустроим. Будет очень-очень даже красиво. Так что, надеюсь, нам повезет в этом году. И мы сможем все-таки осилить все благоустройство на нашем участке. Еще вот решил поделиться тем, что обязательно в домах с утепленной крышей нужно делать продув, чтобы воздух снизу заходил и сверху выходил. И сама контррейка должна быть не меньше 50 на 50, чтобы протягивала весь воздух. И вот у нас, видите, сверху мы вот поставили там брусочки, и там как раз проветривается, все не запаривается, чтобы не гнила доска и крыша, так скажем, дышала, проветривалась. Вот обратите на это внимание и обязательно тоже делайте такую историю. Вот такой вот у нас материал, ролик, так скажем, получился о нашем доме. Если у вас остались какие-то вопросы, можете обратиться. Я вам расскажу какие-то еще моменты, о чем мог не рассказать. Ну, вроде, кстати, рассказал все. Еще огромную благодарность выражаю всем тем, кто принимал участие в сборке и помогал, соответственно, собирать весь этот дом. Всем спасибо. И если у кого-то осталось желание построить такой дом самостоятельно, можете обратиться к нам, мы вам можем помочь с этой историей. Ну, либо можете собрать его самостоятельно и поделиться своим роликом, что у вас получилось, какой дом смогли построить вы. Вот. Всем спасибо, что посмотрели. И до новых встреч, друзья!